вышивке листиков. Здесь у нас будет сочетание двух видов бисера. Я взяла круглый и я взяла рубку. Сначала мы завязываем узелочек, закрепочку делаем в самом верхнем углу нашего листочка. И начальную нить при таких объемных элементах я могу прятать, чтобы она потом и не мешала, и сразу у меня был аккуратный хвостик и аккуратная изнанка. То есть это один из способов, как можно ниточку просто спрятать, и она будет у вас незаметной совсем. Итак, мы набираем на иглу сначала более темный бисер по оттенку, и центр я заполняю светлым бисером. Можно по-разному делать, можно наоборот делать более темную серединку, край наоборот светлым. То есть с этими сочетаниями можно вообще играться, можно делать интересные градиенты. Если, например, у нас по оттенку одинаковые материалы, но по тону идет от, например, светлого к темному, и можно тоже таким образом делать градиент в вышивке. Но здесь у меня совсем контрастный получается, белый и такой лиловый, сиреневатый. И мы начинаем с центральной сначала линией, спускаемся вниз и потом возвращаемся просто тамбуром вверх. И так постепенно будем выводить форму наших листиков. И какая-то дорожка будет длиннее, какая-то дорожка будет наоборот короче. Где-то будет дальше выглядывать у нас край, где-то наоборот он будет ниже. И за счет этого будет создаваться такой фигурный интересный край, а не ровненький, да? Но можно делать и ровный. То есть опять же все зависит от того, что вы задумали, как вы хотите этот лепесточек обыграть. Но в данном варианте мы делаем фигурный край. То есть здесь мне бы хотелось, чтобы вы попробовали сделать фигурные края в листиках. Так будет вам и сложнее, чем сделать просто ровный край, и интереснее попробовать потренироваться. В принципе, это основные моменты, которые у нас должны учитываться в создании таких листиков. И тут важно, чтобы дорожки шли у вас плотно друг к другу. И вы можете увидеть, как каждый раз я буду внутренний край заводить буквально на 1-2 бисеринки немного дальше. То есть можно увидеть, как по ступенчикам, да, практически идет у нас дорожка, практически лесенкой. Теперь переходим к заполнению другой стороны. Мы точно так же начинаем заполнение сверху, то есть не снизу мы двигаемся,
а идем сверху. И здесь мы уже вкладываем вот в те промежуточки, где у нас в центре остались от дорожек с другой стороны бисер. И вот так постепенно тоже все выкладываем. Одна дорожка короче идет, потом вторая длиннее идет, и все постепенно вышиваем. И потом в центре, если у нас где-то получится промежутки, мы туда потом пришьем бисериночки, вставим, и будет красиво заполненный уже у нас листик.
следующий этап. Начинаем расшивать вот такие, ну, давайте назовем их тычинки. Мы делаем закрепочку и начинаем двигаться вверх. И я вам покажу способ, как вышивать такие штучки без закрепки нити. То есть мы просто выводим крайнюю петельку, переводим ее через изнанку вниз, вытягиваем вверх на лицо и двигаемся снова в сторону. То есть мы проводим петелечку снизу практически под той дорожкой, которую мы вышили. Передвигаемся в сторону на следующую дорожку. Точно так же набираем бисер, вышиваем следующую дорожку. И мы чередуем, что-то делаем длиннее, да, что-то делаем короче. То есть не обязательно, чтобы они у вас все были одного размера. Бусинки у меня 4 миллиметра. И вот снова перевели через изнанку. Вывели на лицо и двигаемся в сторону. По такому принципу вышиваем все остальные.
нас получился полукруг солнышка. И, как видите, все ниточки закрылись, которые у нас были снизу, и ничего не осталось видным. Значит, дальше веточки мы вышиваем. Можно взять трубку, можно взять круглый бисер. Точно так же по одной я пришиваю, и я тоже всю эту работу вообще делала с подачей материала сверху. Я не работала снизу. По желанию можете веточки делать снизу, как вам захочется. И вы видите, что в конце я ставлю контрастную бисеринку и возвращаюсь вниз просто тамбуром, практически прокладывая его прям под бисером. То есть я его как бы подвигаю немного и захожу под бисер и прокладываю совсем рядом. И иду дальше делать так с каждой веточкой. Все остальные мы вышиваем точно так же, по такому же принципу. И последний этап, который предстоит сделать в этой работе, это заполнить все свободные места такой змейкой. Она делается по принципу вермишели, только здесь все края должны быть плавными и напоминать движение ползущей змеи. Пайетка, которую я использовала в этой работе, это пайетка с одной дырочкой, производства Индия. И вы можете взять классическую пайетку. Бисер я бы не советовала брать в этой работе. Давайте все-таки мы поработаем в этой змейке именно с пайетками. И обязательно мы делаем эту работу сверху, не снизу, так чтобы у вас шла именно тамбурная цепочка сверху. Далее обращайте внимание на то, с какой частотой вы чередуете пайетки. То есть они у нас здесь тоже располагаются в шахматном порядке. Нет такого, что у вас рядом оказываются сразу две пайетки. То есть этот ритм и принцип шахматного порядка и такого упорядоченного хаоса все равно соблюдается. Также пространство между веточками также заполняется, то есть мы не оставляем пространство между ветками свободным. То есть все пространство, которое свободное есть у нас в этом рисунке, мы заполняем. Просто там, где у нас меньше пространства, мы уменьшаем змейку и делаем такую мини-дорожку. Но все равно это пространство должно быть заполненным.
Thank you.